Не пью, не курю, жопу не даю, с вами Колма. Мое хранилище немного пополняется, а это не может меня не радовать. Точно не знаю, буду ли я вести канал на постоянку, да и кому какое дело. Я тут, чтобы рассказать хоть кому-нибудь о студии Кариканима. Что это такое? Кто ее возглавляет и что она делает, а с чего начинала, сейчас мы и узнаем. Всю информацию я искал в официальном сайте студии, их фейсбуке и твиттере и ютуб-канале. Студия Кариканима, или же с нашего перевода карикатура, мексиканский проект Виктора Моренде. Именно он за все и отвечает. И, возможно, единственный. Ведь сколько я не искал, то пишется, что он один все делал, то это проект его и его друзей, и из-за этого я опутался. Но все куда проще. Виктор начал свое действие с короткометражки «Починка консоли в Тепито». В ней он рисует, как в детстве он отвел свою консоль в ремонт Тепито, а его обманули на деньги. Все. Все, что можно еще добавить, это единственное анимационное видео про его историю из жизни. И все. Хотя, как я потом узнал, тут были еще видео, но Виктор их скрыл, ну, значит, не судьба. Следующий идет цикл сериала «Орел». Виктор смог собрать несколько людей, и уже вместе они организовали студию. Здесь было все. Экшен, диалоги и очень хорошая анимация. Я даже в шутку записал озвучку, потому что сюжет очень простой. Да и где еще была озвучка его сериалов, а? На нем я задерживаться не буду. Расскажу лишь то, что Орел был огромной ставкой Кариканимы. И, к сожалению или счастью, у них не получилось. Орел вышел многозатратным, и люди ушли. Теперь Виктор остался один. Так бы и закончилась эта история. Но... Вроде бы, что еще делать? Собирать новых людей? Заняться другим делом? Нет, у Виктора есть план «Б». Если детские мультики не получаются, то пора рисовать порно. Так и появилась на свет моя любимая няня. История создания невероятно проста. Когда Орел делался, у Виктора была идея другого сериала, комедийного. Сюжет был бы в парке развлечений. Мальчик хотел бы попасть внутрь, но охранник мешал бы ему. Но когда Орел не вышел, а дело перешло на порно, пришлось переделать охранника на няню, которая бы приходила сидеть за мальчиком, а он бы домогался до нее. И, возможно, для кого-то удивление, но эта ставка сыграла. Что ж, до сих пор няня выходит и обзаводится 2 сезонами, 2 спин-оффами про зачатие главных героев, неканоническую серию, комиксы и дала свет новому сериалу. Но все по порядку. Главная героиня Язмин, студентка по обмену, которая потратила все свои деньги. И, чтобы быстро заработать, решает устроиться няней. Но она даже не представляет, кого встретит. Второго главного героя Джимми, маленький извращенец, который пристает к Язмин на протяжении всего сериала. В первой же серии использует часы-невидимку. Ладно, неважно, дальше лучше. Во второй он ее гипнотизирует и снимает на видео. В третьей серии узнается, что у няни есть сестра. И да, это сестра, а не дочь. Виктору даже пришлось объясниться. Ее зовут Эмили. И как написано на сайте, она во время каникул приехала с сестрой в другой штат, чтобы весело провести время. Но Джимми ее сразу насилует под угрозой, что распространит видео с ее сестрой, а потом угрожает самой няне по той же причине. По сути, это комедийный сериал, но я вижу лишь драму. Хотя серьезно это воспринимать не стоит, поэтому расслабляемся и идем дальше. В 4 серии Джимми находит купон на скидку в 50% в магазине видеоигр, но не отдает просто так. Он, снова насилует ее, но в магазине. В 5 серии Джимми также пристает к ней, но что-то выгоняет его из комнаты. Попытавшись взломать дверь, к Джимми подходит Эмили, которая отдает ключ от двери. И уже заметно, что Эмили уже дружелюбнее относится к герою. Что странно, но ладно.
Вместе они связывают Язмин и снова насилие. Но, чтобы был баланс, в каждой серии Джимми прилетает, что по правде забавно. Тут кончается первый сезон, поэтому сразу приступаем ко второму. Спустя 10 лет Язмин отучилась и думала, что больше не вернется к Джимми. Однако у матери Джимми, Фабиолы, рождается дочь, поэтому Язмин возвращается обратно. В 6-й серии Фабиола укутывает свою дочь Эмму и отдает ее Язмин. Тут она поворачивается и видит своего бывшего сидельца на плечах. И вместо какого-нибудь объяснения, понимания или злости, все разворачивается своеобразнее. Джимми показывает ей книгу ритуалов, в которой показано, как с помощью темных сил увеличить свой пенис. Мало того, но нет, Язмин ничего ему не говорит и даже восхищается идеей. Джимми проводит ритуал, и вроде он даже удается, но не так, как нужно. И около него появляется дьявол, который вместо него насилует Язмин. Ну да, разнообразие как-никак второй сезон, и нужно что-то менять. Что интересно, Джимми тоже изменился в хорошую сторону. Сначала он трясется от страха при виде дьявола, но позже дает ему хоть минимальный, но отпор. Дьявол бросает его в сторону, но приподняв голову, он видит свою книгу и с помощью нее изгоняет дьявола обратно. Спася Язмин, она его бьет этой же книгой. С одной стороны заслуженно, с другой можно было вообще не приходить. 7-я серия является моей любимой, ведь в таком потоке насилия появляется любовь. Серия начинается с крупного вида «Школы из Орла», что доказывает одну вселенную между всеми сериалами. Нам показывается повзрослевшая Эмили. Она любуется фотографией Джимми и решает наведаться к нему. Тем временем Джимми продолжает шутить над Язмин, но ее спасает звонок в дверь. Джимми отвлекается и открывает ее. У порога стоит Эмили, не произнеся и слова, она накидывается на него, и за долгое время можно сказать, что происходит любовь. Однако Язмин подглядывает за ними и плачет. 8-я серия начинается с теплой посиделки Эмили и Джимми за телевизором. Тут мимо них проходит Язмин, она идет в ванну обдумывать, что же происходило серию ранее. Изначально мне казалось, что она испытывает ревность, но на самом деле она разочарована в сестре, что та решила самолично прийти. Ее мысли прерывает Джимми, войдя в ванну и слегка расслабить ее на протяжении всей ночи. А на рассвете он говорит, чтобы да запомнила, что ее тело, ее сестры, его. После этого заходит Эмили с улыбкой на лице, а ее сестра начинает плакать. Как-то мрачно, не находите? Поэтому отправляемся на пляж. Джимми вместе со своей мамой отдыхает и загорает на шезлонге. Как вдруг к ним подходит Эмили и Язмин. Притом Язмин недовольная, и зачем тогда приходить? Джимми оценивает их наряды и хочет показать, как ему нравится. Однако его мать его же останавливает. Джимми временно на крючке и под присмотром. Пока сестры плескались в воде, Джимми замечает стойку для мороженого и, попросив свою маму купить им, подговорив перед этим одного человека из толпы. Фабиола встает в очередь, а Джимми спокойно подходит к сестрам. Младшая очень рада, а старшая разочарованно смотрит на них. Парень уводит их подальше, где они уже... И это уже нельзя назвать насилием, так как они не против. Так что это просто любовь. Пока до Фабиолы домогается Кепочка. Все это длится недолго, пока Кепочку и Джимми не вырубают неизвестные люди. Самый неожиданный поворот во всей истории, оставив крючок на следующую серию, в которой Джимми просыпается после удара и видит оставленное похитителем сообщение. Придя в номер, он берет нужные вещи и одевается, заодно оставив свою сестру с бабушкой. Хотя тут такой вопрос: а где отец? Он точно есть. Вот,
Да и куда он уезжает с женой? И зачем оставляет сына? Няня. Это, конечно, формальность, но все же интересно. Пока я размышлял, Джимми уже успел проникнуть на зону похитителей. Использовав все гаджеты с предыдущих серий, он спасает всех девушек. Вернувшись домой, сестры благодарят спасителя, и на этой веселой ноте сериал кончается, но только в виде сериала. Как я ранее уже говорил, после мультсериала вышло 2 спин-оффа про зачатие главных героев, а также комиксы. Про спин-оффы мало что можно сказать, только увидеть родителей. Фабиола и Джеймс, родители Джимми, Лилия и неизвестные, родители Язмины и Эмили. Поэтому окунемся в комиксы. Комиксам дают название «Моя любимая няня все еще со мной», которая выходит и по сей день. Пробежимся по первым главам быстро. Действие происходит спустя год с последней серии. Язмина размышляет, что они живут вместе, и все это время они сношались, и как бы от этого не забеременеть. Однако она хочет поговорить об этом с Джимми, но тот отдает ей откровенный костюм, происходит соитие, и Язмин передумывает что-либо говорить. Следующая глава имеет название «Наказание». Ее суть проста. Язмин и Джимми играют наспор. Язмин проигрывает и получает наказание. Все. Третья глава еще проще. Язмин вкрай отчаивается, и Эмили решает ее приободрить. Главный интерес идет после. Глава 4. Обучение. С самого начала показываются новости, где говорят про какую-то драку сверхлюдей. Но они чуть позже. Эмили смотрит на эти новости и переживает, но рядом ее успокаивает Фабиола, сказав, что ее сын спасет ее сестру. Знаю, вам пока ничего не понятно, но подождите немного. Фабиола вспоминает случай на пляже, как вдруг выходит Джеймс, сообщив, что он уложил дочь спать. Родители Джимми немного сюсюкаются, как из-за угла выходит Лилия, мать Эмили Язмин, которая очень недовольна выбором дочерей, и, громко хлопнув дверью, уходит. Но ее дочь берет свекра за руку, хлопнув еще раз дверью, мать и дочь начинают беседу. В ней узнается, что ее отец умер, и Лилия такая злая лишь из-за этого, поэтому она предлагает ей заняться светской беседой со свекром. Мать, естественно, ругается, а свекр поддерживает и вступает в беседу. В конце показывается, что переговоры прошли успешно, и Лилия остается без ума. В последней на данный момент главе рассказывается от лица Язмин. Девушка очень сильно волнуется по поводу беременности, что столько раз Джимми не спускал, а она не беременеет. Рассуждает, что она и рада прожить с ним всю жизнь, но его озабоченность все портит. Заметив, что уж больно темно на улице, она уходит, но внезапно слышит странные стоны в темном переходе. Что это может быть? На момент создания видео Виктор только начинает рисовать 7-ю серию. Не знаю, успею я или нет, так что не вините меня. «Ты моя девушка» — это второй полноценный порн-мультсериал от студии Криконима. Виктор понимал, что доить один и тот же сериал не стоит, и под конец «Няня» решает сделать новый, про супергероев. Хотя, погодите, он и раньше его делал. Даже если косо посмотреть, персонажи похожи. Виктор сам себя копирует, что ли? Сериал очень специфичным, и многим его фанатам он не очень понравился. Даже я не особо хотел его смотреть, и оттягивал. Но лишь одна серия изменила все. После нее я посмотрел весь сериал залпом. И сейчас немного разочарован. В отличие от «Няни», девушка не работает. «Няня» была создана как комедия, и главным героем чаще приходился Джимми. Он был развратником, творил разные дела и получал по заслугам. Однако в нем есть и хорошие черты.
Он был храбрым и решительным. Он способен был защитить себя и своих девушек. Он не был тряпкой. Он рос и становился лучше. Но в девушке главная героиня Кристал, и она сосет, порой буквально. Ее описывают как очень застенчивая девушка, и я с этим абсолютно согласен. Хотя добавлю, что она также слабая, бесполезная и тупая. Да, если честно, делать главного героя порно мужчиной куда лучше. Как описывал мой друг, няня лучше работает, потому что главный герой мальчик, и ты можешь представить его на месте себя. С женщиной такое не работает. В принципе, я согласен, поэтому давайте приступим к небольшому пересказу. Все начинается с того, что главная героиня Кристал собирается устраиваться в модельное агентство Белли Фрут. Однако, только подойдя, ее встречает охранник. Он любуется девушкой, а та обижается и уходит. Идя по улице, около нее пролетает непонятного вида хрень, а за ней выходит... Ну приветствую вас, люди-невиди. Мускулистый чернокожий мужик. Он бормочет про какой-то фрагмент, который оказывается Кристал. Он прижимает ее к стенке и говорит, что они станут единым целым, что бы это ни значило. И уже заточив свой прибор, его прерывает робот, который влетает прямо в лицо. Кристал временно спасена, и вместо побега выслушивает просьбы робота нажать на кнопку. Она нажимает и с помощью пафосного преображения одевается в откровенный наряд, и негру уже проще ее насиловать. И тут неожиданный поворот. После изнасилования негр теряет свои силы и не понимает, как так может быть. А главная героиня пользуется этим и нападает. Но ее атаку отражает неизвестная женщина. Она с негром улетает из серии, а на последних секундах показывается, что за ними кто-то следил. Во второй серии злодеи возвращаются в свое убежище. Негр восстанавливает свои силы и после возвращения убеждает свою помощницу уничтожить того робота любым способом. Она коротко соглашается, и действие переносится в модельное агентство. Неизвестный менеджер знакомит главную героиню с другими безымянными работниками. Пока за ними смотрел рабочий, у которого есть внешность. Он зачитывает вслух монолог, как ему нравится Кристал. Но это слышит Кейт. Она нападает на него и дает силы. И вдобавок дает указание уничтожить робота. Безымянный встает и при виде робота преображается в баклажанового слендермена и вступает в схватку с Кристал. Главная героиня показывает, кто тут должен сосать, и Безымянный забирает робота. Но не ломает, потому что до превращения Безымянному нравилась героиня, но только силами и против ее воли он может ее впечатлить, поэтому насилует ее, не знав, что секс с ней забирает силы. К Безымянному возвращается рассудок и человеческая внешность. Он проигрывает и отпускает девушку. Кейт видит это и решает сама сломать робота. Но тут ей мешает один персонаж. А это еще один минус к произведению. Перебор с персонажем. К слову, ее зовут Любила. Она спасает Кристал и уносит к себе домой. Та немного отсыпается и слушает огромную лекцию про лор этого мира. Но если вкратце, есть главный злодей Имакс. Он обладал небывалой силой, но 15 лет назад она разделилась на две части. Силу Кейт и бессмертие Кристал. Кейт способна давать людям силы, а Кристал их забирать. И чтобы Имаксу вернуть свои силы, он должен заняться с ними сексом за короткий промежуток времени. Пока шел этот монолог, Имакс успел найти логово антагонистов и заключить с ними сделку, что если они ему помогут, то он отдаст бессмертие. Негр соглашается и отдает Кейт. Все бы ничего, но есть нюанс, связанный с Безымянным. Он сумел взять два фрагмента, но почему не стал бессмертным? У меня есть только две мысли. Первая, что робот является ограничителем, а вторая, что только Имаксу можно. Но не суть. В следующей серии нам показывают ответвление, как Имакс находит себе жертву на вечер, показывая свои силы гипноза.
А уже утром он приходит в модельное агентство навестить Кристал. Робот чует от него угрозу и перевоплощает ее в форму. Тут начинается бойня. Хотя забудьте, Имакс гипнотизирует ее и забирает с собой. Да... И где ты была, любила? Кто говорил, что будет защищать, а? Неважно, ведь она развлекается с кем-то неизвестным у себя дома. А Кристал стоит научиться бороться за себя. Так ведь, да? Нет, правда, мне интересно, как это было. Кристал, я буду защищать тебя. О, круто, но мне надо на работу. Ладно, иди. Стоп, муж вернулся, у меня дела. Миссис, там пиздец, Кристал поймали. Тем временем Имакс использует Кристал вовсю, как вдруг ему выдают еще одну женщину. Ясмин. Неожиданный поворот, да? Пока Любила проводит поиски, она не замечает, что за ней следит тот, кто также имеет счеты с Имаксом. Сам же Имакс также развлекается с женщинами, не замечая ничего около себя. Даже Кейт успела прийти и поинтересоваться, что тут происходит. Как вдруг внезапно в их штаб-квартиру вламывается детектив. Имакс заигрывает с ней, даже пробуя применить гипноз, но каким-то образом красные глаза отражают его, и Кейт, не колебаясь, пускает копье в женщину. Но копье кто-то успевает взять. Дамы и господа, только ради этого я и смотрел сериал. Джимми вернулся. Сразу с порога он угрожает Имаксу, на что тот провоцирует его, сказав, что сделает Ясмин беременной. Джимми злится и в порыве роняет, что только он оплодотворит ее. На этом сюжетная линия комиксов кончается, но не повествование сериала. Мужики цепляются друг с другом. Джимми использует своего ручного дьявола, а Имакс свои силы. Женщины также церемонятся между собой. И вся эта бойня кончается, когда Кейт просит напарника закончить ритуал и забрать второй фрагмент. Имакс соглашается и возвращается к другим женщинам, пока Кейт в одиночку справляется с двумя. Но не он тут главный герой, а Кристал. Поэтому каким-то образом, невероятным событием, чисто случайно, она пробуждает в себе силы фрагмента внутри нее. И я не вру, так и есть. Она поглотила скрытые силы и выбросила Имакса вон, при этом преобразившись в пародию на Любилу. Красные глаза и белые волосы. И на этом сериал временно заканчивается. Да, есть вопросы, а ответы неизвестно когда, но спешу напомнить, что 7-я серия делается, и после выхода я напишу, в чем дело. Что ж, на этом пересказ закончился. Вывод я озвучил в начале. Плохая делать главного героя женщиной. Но у меня есть идея. Было бы куда интереснее сделать повествование от лица Имакса. Его похождение и путь к бессмертию. И как бы он научился гипнозу. Интересно же будет. Но это лишь идея. А мне стоит перейти к маленькому дополнению. Раз я взялся за саму студию Кариканима, то грех был бы не рассказать о других работах, которые никуда не пошли и вряд ли вернутся. Тут я буду предельно краток. В 2018 году Виктор нарисовал «Легенду о Зельде» – пародия. Сериал насчитывает одну серию. В ней главный герой Линк просыпается в странной комнате, не помня, кто он, и ему предстоит вспомнить все. Но даже автор забыл, а Линку вообще не судьба. По моей догадке, когда студия была еще полной, они собирались совмещать Орла и Зельду. Но студия распалась, и оба сериала остались брошенными и незавершенными. Другой проект был создан в 2019 году. Веб-комикс «Макс и Калли». Сюжет необычайно прост и скучен. Повествование ведется от Макса. Он обычный, ничем не выделяющийся человек,
К нему подселяется рядом женщина, и он фантазирует, что бы он с ней сделал. Все. Он даже не проворачивает вживую. У веб-комикса существует 5 глав, и всего на одну страницу, ничего интересного. Даже смысла погружаться нет. Остаются лишь арты и зацикленные анимации на заказ. А что, собственно, по итогу? Зачем я тратил свое и чье-то внимание? Если ты досмотрел до финала, то поздравляю тебя. Не знаю, сколько будет длиться этот ролик, но спасибо. Не буду даваться в конкретику, но я восхищен этой студией. Я ее заприметил, когда еще ходил в школу, и то, что она продолжает выпускать проекты под руководством одного человека, по правде впечатляет. Желаю тебе также найти свое любимое дело, работать над ним и не скучать. Увидимся!